История Ричарда Харриса началась с того, что в один день он решил немного подзаработать денег. На самом деле речь шла не о маленькой сумме, а о 50 тысяч долларах. Это сумма, за которую Нью-Йоркское зоологическое сообщество пообещало человеку за поимку анаконды. По мнению Ричарда, за такие деньги стоило попытать удачу. Он начал готовиться к походу в Южную Америку. Харрис просмотрел кучу видеоблогов и просмотрел кучу форумов, в которых давали советы, как вести себя со змеей. Он думал, что хорошо подготовился и был готов к встрече с гигантом. Ричард собрал сумку и отправился в экспедицию. Но все пошло не так, как он планировал. Из охотника он превратился в жертву. Среда обитания анаконды — это рукава рек, заводи и небольшие озера. Там она и охотится на свою добычу. Ричард арендовал лодку, но судно оказалось старым и ненадежным, весло сломалось, а обломки порезали кисть. Мужчина не придумал ничего лучше, как опустить окровавленную руку в воду, и, как оказалось, зря. Рука сразу стала лакомой добычей для стаи пиранья. За пару секунд Харрис лишился пальца. В приступе паники он раскачал лодку, которая впоследствии перевернулась. К его счастью, на сушу ему удалось выбраться невредимым. Ричард был уверен, что все ужасы оказались позади, но это оказалось только началом. Надо же было так случиться, что огромная змея, за которой охотился Ричард, оказалась прямо у него над головой на дереве. Змея атаковала первой, и Ричард решил воспользоваться советом, услышанным у одного блогера. Там рассказывалось, что надо притвориться мертвым, а когда змея начнет заглатывать твои ноги, то ударить ее острым предметом. Дать такой совет, видимо, мог человек, который никогда не встречался лицом к лицу с анакондой. Оказалось, что Ричард обронил нож в воде, и казалось, что анаконда перемолотит его как зерно. Обычно анаконда обвивает свою жертву и душит ее до потери пульса. В этот раз змея решила, что ее жертва полностью подавлена, и решила съесть свой ужин полностью живьем. Мужчина как мог сопротивлялся, но вскоре почти полностью оказался в желудке змеи, а потом потерял сознание от потери воздуха. Когда Ричард пришел в чувство, в джунглях стемнело. Он осмотрел свое тело и был удивлен, что кроме ожогов от желудочного сока змеи на его теле ничего не было. Но кто же стал спасителем Ричарда? На месте битвы со змеей он обнаружил множество кошачьих следов. По-видимому, анаконда подверглась атаке пантеры, и ей ничего не оставалось, как выплюнуть проглоченную жертву, чтобы спастись. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.